Привет! Итак, давайте быстренько пробежимся по последним приключениям Хан Ли, чтобы вы были в курсе всего перед следующими главами. Представьте себе, Хан Ли только-только вступил в секту Пылающего Дракона и сразу же столкнулся с проблемой. Чтобы расти, ему как воздух нужны пилюли, а они стоят просто целое состояние. Что же делать? Во-первых, Хан Ли решает: а сделаю-ка я их сам. Сначала у него ничего не получается, 9 неудач. Контроль над пламенем – дело пронкое, но тут ему в голову приходит гениальная мысль. Он использует свою особую технику – священную ось мантры, чтобы, по сути, замедлить время. И вот это да! Это дает ему тот самый идеальный контроль, и он, наконец, создает свою первую партию пилюль. Это просто кардинально меняет всю игру для его развития. Во-вторых, на все это нужны деньги, и немалые. И как их заработать? Он охотится на всяких опасных тварей и дерется так безжалостно, что его даже прозвали безумцем. В общем, проблему с деньгами он решил, но теперь ведет, скажем так, очень опасную двойную жизнь. И, наконец, в-третьих, самое забавное. Пока Хан Ли там рискует жизнью, где-то в тени руководство его же секты обсуждает один бой. Они смотрят запись, где какой-то таинственный герой спасает их учеников, и они им так восхищаются, хвалят его силу, даже не догадываясь, что этот великий мастер — это их собственный, тихий, новенький Хан Ли. А теперь слушаем дальше. Глава 241. Послание от Целине 9. В последнее время я так занят, что у меня кружится голова и темнеет в глазах, так что мне придется отказаться от вашего щедрого предложения», ответил старейшина Хуянь, отмахиваясь руками. «Головокружение и потемнение в глазах — это нехорошо. Приходите переночевать на моей 10-тысячелетней кровати из глубинного льда, и вы обязательно проснетесь, чувствуя себя намного лучше», с улыбкой сказала лорд Да Юнь. «Ах, я только что вспомнил, что у меня еще есть котел, полный пилюль, стоящий на огне, и они вот-вот будут готовы». «Мои извинения, но я должен идти», пробормотал старейшина Хуянь, на лбу которого выступил пот, и он взорвался бесчисленными пятнышками голубого света, исчезнув на месте. Лорд Да Юнь прикрыла рот рукой, хихикая от удовольствия. Тем временем Юань Буша и женщина в черном платье не обратили внимания на взаимодействие между старейшиной Хуянем и лордом Да Юнь, молча покинув зал. Сюн Шань также попрощался, прежде чем быстро уйти, и вскоре в зале остались только лорд Да Юнь и Аоян Куйшань. Серьезное выражение появилось на лице лорда Да Юнь, когда она спросила: «Что ты собираешься делать с этими двумя старейшинами?» А Аоян Куйшань молчал, похоже, еще не приняв решение. «Позволь мне прояснить, это все благодаря этому Ли Фэю, что Юаньер не была похищена во время испытания, так что я не собираюсь просто стоять и смотреть, как другие пытаются подставить его, чтобы продвинуть свои собственные цели», сказала лорд Да Юнь многозначительным голосом. «Как глава секты, я не могу быть предвзят. В противном случае легко могут возникнуть конфликты, что приведет к катастрофическим последствиям». Ли Фэю действительно хорошо справился в этой ситуации, но в то же время он не выполнил свой долг как один из старейшин хранителей, поэтому его следует отпустить, но не награждать сверх этого. Что касается Су Тунсея, то вина за инцидент определенно должна лечь на него, но учитывая обстоятельства, я наложу на него лишь легкое наказание. Кроме того, поскольку собрат Даос Хуянь прямо заявил, что Ли Фэю следует наградить, ты можешь выдать ему награду от своего имени, сказал Аоян Куйшань. Лорд Да Юнь кивнула в ответ, а затем улетела белой полосой света. Спустя мгновение она появилась на вершине другой горы. На этой горе располагался Белый дворец высотой более 30 метров, и выглядел он так, как будто был вытесан из одного огромного блока белого нефрита. Это был неизвестный нефритоподобный материал, испускающий мягкое свечение, напоминающее лунный свет, и весь дворец был наполнен сильной ледяной аурой. Как только лорд Да Юнь вошла во дворец, ее тут же встретил поток ледяной ци, но он был сдержан потоком невидимой силы, исходящей из ее тела. В центре дворца находился естественный пруд в форме полумесяца, настолько глубокий, что невозможно было разглядеть его дно. На поверхности пруда плавала полупрозрачная круглая пластина размером около 3 метров, на которой было выгравировано бесчисленное множество крошечных прозрачных рун, и она испускала белое свечение, как будто была полностью изготовлена из блока льда. Ледяная аура здесь была в 10 раз сильнее, чем снаружи, и исходила она прямо из этого пруда. На пластине сидела, скрестив ноги, женщина в белом платье, и это была никто иная, как Бай Суюань. Все ее тело было окутано слоем мягкого белого света, пока она постоянно поглощала ледяную ци из пруда. Ее аура значительно продвинулась по сравнению с испытанием, и она приближалась к поздней стадии пространственного закаления. Лорд Да Юнь одобрительно кивнула, увидев это. Бай Суюань, казалось, услышала прибытие лорда Да Юнь, и ее ресницы на мгновение затрепетали,
прежде чем она открыла глаза. Затем на ее лице появилась улыбка, когда она поднялась с пластины и приземлилась рядом с лордом Да Юнь. «Ты с каждым днем становишься все красивее, Юаньер». «Интересно, какой счастливчик сделает тебя своей женой?» — усмехнулась лорд Да Юнь, нежно поглаживая Бай Суюань по волосам. Услышав это, на щеках Бай Суюань появился легкий румянец, и она пожаловалась. «Что ты такое говоришь, учитель?» «Я ни за кого не выйду замуж, пока ты не выйдешь. А при чем тут я?» Лорд Да Юнь было очень забавно это слышать. Как одна из 13 золотых бессмертных Да Пылающего Дракона, она обладала непостижимой силой, но всякий раз, когда она была рядом со своей любимой ученицей, она была как любящая мать. Она отвела Бай Суюань в сторону, прежде чем сесть, и сказала: «Юаньер, хорошо, что ты так усердно культивируешь, но не торопись. Этот пруд ледяной луны содержит чрезвычайно мощную ледяную ци, которая будет взаимно дополнять твое бессмертное телосложение лунного света, но в то же время она также навредит твоему телу в избыточных количествах, так что ты должна быть терпеливой и продвигаться медленно». «Да, госпожа», — ответила Бай Суюань. После этого лорд Да Юнь ответила на несколько вопросов, которые у Бай Суюань были по поводу культивации, и, учитывая ее способности и интеллект, она сразу смогла во всем разобраться. Улыбка на лице лорда Да Юнь стала еще шире, когда она увидела, насколько одаренной была ее ученица. «Кстати, почему ты сегодня пришла, госпожа?» — спросила Бай Суюань. «Почему? Я не могу прийти навестить тебя?» — спросила лорд Да Юнь, изобразив сердитое выражение. «Я не это имела в виду, госпожа», — сказала Бай Суюань, покачивая руку лорда Да Юнь из стороны в сторону, как маленький ребенок. «Хорошо, я больше не буду тебя дразнить. Сегодня я обсудила с несколькими другими лордами Да то, что произошло во время испытания», — сказала лорд Да Юнь с серьезным выражением лица. Выражение лица Бай Суюань слегка изменилось, когда она отпустила руку лорда Да Юнь, и на ее лице также появилось серьезное выражение. «Даже после некоторого обсуждения мы так и не смогли опознать нарушителя», — вздохнула лорд Да Юнь. Услышав это, лицо Бай Суюань слегка омрачилось, и она ответила: «Северный ледниковый регион бессмертных чрезвычайно обширен и является домом для бесчисленных могущественных культиваторов, так что наша Да Пылающего Дракона никак не может знать их всех. Учитывая, что мы не смогли не опознать его, не выследить, я думаю, тебе следует как можно чаще оставаться в секте. Я продолжу расследование этого дела, и мы обязательно поймаем его», — сказала лорд Да Юнь. Бай Суюань кивнула в ответ, после чего ей в голову пришла мысль, и, немного поколебавшись, она спросила: «Во время испытания 4 учеников лишились физических тел. Что вы с другими лордами Да решили сделать со старейшиной Ли и старейшиной Су?» Услышав это, на лице лорда Да Юнь появилась многозначительная улыбка. «Похоже, ты очень обеспокоена этим, Ли Фэю. Я никогда не видела, чтобы ты уделяла столько внимания кому-либо из учеников мужского пола. Может быть. Что ты такое говоришь, госпожа? Старейшина Ли спас наш клан Бай и привел меня в Да Пылающего Дракона, а в этот раз он спас меня от похищения на испытании. Я в большом долгу перед ним, и только поэтому я спросил о нем», — поспешно объяснила Бай Суюань. «Правда?» — спросила лорд Да Юнь с насмешливым выражением в глазах. По какой-то причине Бай Суюань не осмелилась встретиться взглядом с лордом Да Юнь и ответила: «Конечно». Ни за что я не могла бы полюбить такого, как он. Лорд Да Юнь в ответ лишь захихикала, а Бай Суюань держала голову опущенной, и на ее лице появился легкий румянец. Тем временем в пышном горном хребте, изобилующем духовной ци, в бесчисленных километрах от Да Пылающего Дракона, молодой человек, одетый как лесоруб, сидел, скрестив ноги в уединенной пещере. Вокруг него был слой плотного белого света, который расширялся и сжимался с каждым циклом вдоха и выдоха. Спустя долгое время мужчина открыл глаза и пробормотал себе под нос: «У этого тела неплохие способности. Я уже восстановил около 10-й части своей прежней базы совершенствования». Затем в его глазах появился взгляд сильной злобы, и он процедил сквозь зубы: «Ли Фэю, я отомщу тебе за то, что ты уничтожил мое физическое тело рано или поздно». После этого он встал на ноги и вышел из пещеры, прежде чем улететь вдаль белой полосой света. Прошло более 10 лет, и все это время Хань Ли был сосредоточен на выполнении заданий гильдии странников. Поскольку ему приходилось заботиться о воине Дао и всех духовных растениях, посаженных на его полях, все задания, которые он брал на себя, были рядом с континентом Древнего Облака. Из-за чистоты, с которой он брал на себя задания, многие другие члены гильдии странников, расположенные на континенте Древнего Облака, постепенно узнали имя Змея-15, могущественного безумца, который проходил задания как ураган. В результате многие люди пришли к ложному предположению, что он должен был находиться на поздней стадии истинного бессмертного. По мере того, как репутация змея росла, многие члены гильдии странников возле континента Древнего Облака стремились иметь его в качестве союзника во время своих собственных заданий, и даже были люди, которые напрямую связывались с ним с просьбами выполнить определенные задания.
В отличие от того, насколько известным он стал в гильдии странников, Хань Ли сохранял низкий профиль в Даа Пылающего Дракона. После выполнения 3 своих обычных заданий старейшины он воздерживался от общения с кем-либо еще в секте под предлогом уединенного совершенствования. За это время его один раз вызывали лорд Да Ауян и лорд Да Юнь, и первый расспрашивал его об инциденте, связанном с испытанием, а вторая наградила его 1000 очков заслуг, ничего не сказав, только предупредив, чтобы он никому не рассказывал об этом. Он в любом случае не был из тех, кто болтает о таких вещах, и, конечно же, он был более чем счастлив принять 1000 очков заслуг. Начать с того, что он не был так уж известен в секте, а после стольких лет вне поля зрения он стал еще менее заметен в секте, и именно этого он и хотел. Однажды Хань Ли стоял перед своим лечебным садом в своей пещерной резиденции, одобрительно кивая себе при виде ярких духовных растений, разложенных перед ним. В течение последних лет он постоянно выполнял всевозможные задания, накопив при этом большую сумму духовных камней. Кроме того, ему удалось вырастить партию 50-тысячелетних травок пылающего клубня с помощью духовной жидкости из своего флакона, контролирующего небеса, так что теперь ему пришло время сосредоточиться на совершенствовании на некоторое время. В юго-западном углу сада находилась довольно просторная и бесплодная территория, выделяющаяся как больной палец по сравнению с остальной частью пышного и яркого сада. Именно там и был посажен первичный боб. За прошедшие годы он много раз поливал его духовной жидкостью, но первичный боб все еще не подавал никаких признаков прорастания. Согласно книге о прозрениях в посадке Даа воинов, данной ему старейшиной Хуянем, существовал огромный спектр факторов, которые могли повлиять на период прорастания воина Даа, и было вполне нормально, что боб выращивался веками, не прорастая. Как раз в этот момент брови Хань Ли внезапно слегка встрепенулись, когда он вернулся в секретную комнату в своей пещерной резиденции. Как только он вошел в секретную комнату, он перевернул руку, чтобы достать свою маску гильдии странников, которую тут же надел. Руны на маске начали ярко светиться, когда она испустила луч лазурного света, который сформировал проекцию лазурной фигуры. Фигура была довольно высокой и внушительной, одетой в мантию, похожую на плащ и лазурную оленью маску. Он стоял, сцепив руки за спиной, источая властную ауру. «Почему ты внезапно связался со мной, собрат Даос Целинь-9?» — спросил Хань Ли. Целинь-9 был никем иным, как членом гильдии странников поздней стадии истинного бессмертного, которого Хань Ли подозревал в том, что это Сюншань. Глава 242. Выплавка меча. Не стоит беспокоиться, собрат Даос Змей-15. Я связался с тобой сегодня, потому что есть специальное задание, которое я хотел бы предложить тебе выполнить вместе со мной, сказала лазурная фигура. Если мне не изменяет память, у нас не было много взаимодействий в прошлом, так почему же ты пришел специально пригласить меня? Спросил Хань Ли. В последнее время ты создаешь себе отличную репутацию, собрат Даос Змей-15. Мы работали вместе только один раз в прошлом, но ты произвел на меня очень глубокое впечатление. Я знаю, что твоя репутация вполне заслужена, и именно поэтому я пришел пригласить тебя выполнить это задание вместе со мной. Целинь-9 хвалил Хань Ли, но тон его голоса был очень нейтральным, как будто он просто констатировал факты, а не пытался льстить Хань Ли. Моя репутация далеко не так громка, как твоя, собрат Даос Целинь-9. Учитывая, что это задание, которое привлекло твое внимание, я предполагаю, что его будет нелегко выполнить, верно? Спросил Хань Ли с улыбкой. Мои извинения, но это задание действительно довольно особенное. Низкоуровневым членам запрещено выполнять это задание, и, боюсь, я не смогу раскрыть тебе его содержание, пока ты не согласишься принять его, ответил Целинь-9. Даже если ты не можешь раскрыть мне содержание задания, ты можешь хотя бы сказать мне место его проведения, сказал Хань Ли. Место проведения на континенте Адского Мороза, ответил Целинь-9. В таком случае, боюсь, мне придется отказаться от задания. У меня сейчас много дел, поэтому я не могу совершать дальние путешествия. Мои извинения, собрат Даос, отказался Хань Ли, слегка нахмурив брови. К северу от континента Древнего Облака находилось обширное замерзшее море, а за этим морем — континент, который был вечно окутан льдом и снегом. Это был континент Адского Мороза. Пересечь замерзшее море было не так сложно, как пересечь море гроз, и для этой цели, как предполагалось, тоже существовала телепортационная формация, но даже в этом случае путешествие туда и обратно заняло бы не менее нескольких лет. Целинь-9 не удивился отказу Хань Ли и сказал: «Не спешите отказываться, собрат Даос. Я предлагаю вам выслушать награду за задание, прежде чем решать, принимать его или нет». «Продолжай», — подсказал Хань Ли. «Помимо 300 камней бессмертного происхождения, вы также получите нефритовый камень облачного сияния», — сказал Целинь-9, и, похоже, он был вполне уверен, что его награды будет достаточно, чтобы соблазнить Хань Ли. Вместо того, чтобы обрадоваться или прийти в восторг, услышав это, Хань Ли с холодным выражением лица заметил:
Тот факт, что ты знаешь, что я ищу нефритовый камень облачного сияния, указывает на то, что ты собрал информацию обо мне, прежде чем прийти сюда, собрат Даос. Прошло уже несколько лет с тех пор, как ты выпустил задание по поиску нефритового камня облачного сияния, и по сей день никто не откликнулся на твой зов. Конечно, ты не собираешься упускать эту возможность, верно? Спросил Целинь-9. Услышав это, Хань Ли погрузился в глубокие раздумья. 7 или 8 лет назад, выполняя задание для гильдии странников, он решил прочитать книгу «Из шкуры зверя», которую он получил от старика, напавшего на Бай Суюань, и в этой книге он прочитал об очень странном типе техники выплавки меча. Эта техника позволяла выплавлять специальные металлы и материалы для значительного усиления силы летающего меча, и если бы набор из нескольких летающих мечей был выплавлен одновременно, эти мечи смогли бы сливаться в один во время битвы, что сделало бы их значительно более мощными, чем раньше. Самое главное, что после процесса выплавки не только физические формы летающих мечей полностью преобразятся, но и ауры, которые они испускают, также изменятся в результате материалов, использованных в процессе выплавки. Хань Ли тут же решил, что он определенно снова выплавит свои 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя. Однако духовные материалы, необходимые для этого процесса выплавки, было очень трудно достать, причем самым важным материалом была дендробиум золотой эссенции, а самым важным вспомогательным материалом — нефритовый камень облачного сияния. По совпадению, у него уже было немного дендробиума золотой эссенции. Это был тот темно-золотой металл, который он получил из дворца первобытного зверя миражей, и он приобрел больше этого материала у пожилого мужчины в горном хребте ледяной бездны. Что касается других необходимых материалов, Хань Ли сумел собрать их все из Даа пылающего дракона ценой нескольких камней бессмертного происхождения. Осталось найти только нефритовый камень облачного сияния, который он не смог найти ни в секте, ни в гильдии странников. После долгого молчания он спросил, насколько велик этот кусок нефритового камня облачного сияния. Я уверен, что ты знаешь, насколько драгоценен этот материал, собрат Даос. Награда — это всего лишь кусок размером с кулак. Даже в этом случае этого уже более чем достаточно, чтобы использовать его в качестве основного материала для переплавки летающего меча, сказал Целинь-9. Немного поколебавшись, Хань Ли наконец сказал, «Хорошо, я принимаю это задание». Даже куска нефритового камня облачного сияния размером с кулак было достаточно, чтобы использовать его в качестве вспомогательного материала для переплавки его 72 летающих мечей. Превосходно. С твоим участием, я уверен, что мы сможем удачно выполнить это задание. Только сейчас в голосе Целиня-9 промелькнула нотка улыбки. Я уже принял задание, так что теперь ты можешь сказать мне, что именно нужно сделать, верно? Спросил Хань Ли. Не стоит торопиться. Еще не все участники задания собрались. Ты можешь сделать кое-какие приготовления, а затем встретиться с нами на острове Вечности, расположенном на самой северной части континента Древнего Облака. Там я раскрою тебе точное содержание задания, сказал Целинь-9. В таком случае увидимся там, кивнул Хань Ли. Целинь-9 не стал задерживаться и тут же исчез. Хань Ли убрал свою маску гильдии странников, а затем вышел из своей секретной комнаты. 3 года пролетели в мгновение ика. На самой северной части континента Древнего Облака находился полуостров. Это была тонкая и длинная полоса суши с легким изгибом, уходящая в бескрайнее Белое море. Весь остров был черного цвета, и он был полностью покрыт толстым слоем льда, без какой-либо растительности. В конце острова находилась гигантская черная скала, на которой сидела, скрестив ноги, высокая и внушительная фигура. Фигура была одета в свободную черную мантию с лазурной оленей маской на лице, и это был никто иной, как Целинь-9. Рядом с ним у подножия скалы стоял высокий и худой мужчина, одетый в охряную мантию с вышитыми на ней рисунками цветов сливы. На нем была крысиная маска, тоже лазурного цвета. Сквозь отверстие для глаз на маске можно было увидеть, что у него пара очень маленьких зрачков, и, что вполне уместно, его глаза испускали хитрый и коварный блеск, очень похожий на тот, что можно увидеть в глазах крысы. Мы уже ждем 7 дней, почему он еще не явился? Он определенно заставляет нас ждать, пожаловался мужчина в крысиной маске высоким голосом, с недовольством взглянув в сторону континента Древнего Облака. Мы пришли раньше. Согласованное время еще не пришло, так что тебе придется подождать еще немного, сказал Целинь-9. Услышав это, мужчина в крысиной маске по привычке повернул голову из стороны в сторону и больше ничего не сказал. Примерно через 15 минут в далеком небе внезапно появилась полоса лазурного света, а затем быстро приземлилась перед гигантской черной скалой. В лазурном свете был никто иной, как Хань Ли, и он окинул взглядом Целиня-9 и мужчину в крысиной маске, прежде чем сжать кулак в приветствии. Целинь-9 встал на ноги на гигантской скале, а затем представил Хань Ли, собрат Даос Змей-15, это собрат Даос Целинь-17. «Я много слышал о вас», — кивнул Хань Ли. «Ты заставил нас ждать», — пожаловался Целинь-17 пренебрежительным голосом, оглядывая Хань Ли.
Хань Ли слышал недовольство в его голосе, но он лишь улыбнулся и ничего не сказал. Целинь-9 спрыгнул со скалы, приземлившись рядом с дуэтом Хань Ли, и сказал: «Теперь, когда все в сборе, позвольте мне раскрыть содержание задания». Хань Ли тут же повернулся к нему, как и Целинь-17. Согласно описанию задания, в лесу снегопадов к югу от континента Адского мороза есть определенная долина, и в этой долине установлена чрезвычайно высокоуровневая формация. Наша задача — проникнуть в долину, не задействовав формацию, и убить культиватора средней стадии истинного бессмертного внутри, сказал Целинь-9. Мы знаем, почему существует эта формация и есть ли в ней что-то особенное? Спросил Хань Ли. Это все, что я знаю о задании, остальное нам придется выяснить, когда мы туда доберемся, ответил Целинь-9. С ваших слов, это совсем не сложное задание. Кстати, почему все специальные задания в гильдии такие? Они всегда такие неоднозначные и недостаточно подробные, пожаловался Целинь-17. Целинь-9 не обратил внимания на Целиня-17 и заявил: «Хорошо, время дорого, так что давайте отправимся немедленно». Он взмахнул рукавом по воздуху, выпуская каскад звездного золотого света, внутри которого находился трехуровневый корабль, полностью золотого цвета. Корабль был около 90 метров в длину и более 15 метров в высоту, с множеством рун, выгравированных на его поверхности для увеличения скорости и других целей. Кроме того, внешняя часть трехэтажного павильона на корабле была чрезвычайно богато украшена и инкрустирована всевозможными драгоценными камнями, представляя собой экстравагантное зрелище. Чтобы попасть на континент Адского мороза, мы можем воспользоваться телепортационной формацией с острова Дымчатой могилы. До этого мы можем совершить путешествие на остров на моей золотой лодке духовных жил, сказал Целинь-9, затем поднялся в воздух и приземлился на палубе корабля. Хань Ли и Целинь-17 тоже сделали то же самое, приземлившись на духовную лодку один за другим. Приземлившись, Хань Ли окинул взглядом духовную лодку и обнаружил, что на колоннах, дверях и окнах корабля также были выгравированы всевозможные сложные узоры, которые испускали всплески колебаний духовной силы. Снаружи каждого уровня павильона стояли несколько стройных и чрезвычайно красивых молодых женщин, все они были одеты в радужные или золотые шелковые одежды, выглядя как небесные девы. Однако Хань Ли быстро понял, что эти потрясающе красивые женщины на самом деле всего лишь искусно изготовленные марионетки. Каждый из вас может выбрать уровень павильона, в котором он будет проживать. «Если вам что-то понадобится, просто дайте указания марионеткам», сказал Целинь-9, затем влетел на верхний этаж павильона, прежде чем войти внутрь. Целинь-17 взглянул на Хань Ли, а затем, ничего не сказав, поднялся на второй этаж. Затем он протянул руку, чтобы погладить по щеке одну из марионеток, стоящих перед дверью, и похвалил: «А, какая приятная на ощупь». После этого он усмехнулся про себя, открыл дверь павильона и вошел внутрь. Глава 243. Экстремальный холод. Вскоре после этого, после серии толчков, все руны на золотой лодке духовных жил загорелись, и она поднялась в небо среди огромного пространства золотого света, направляясь к замерзшему морю. Вместо того, чтобы войти в павильон, Хань Ли направился к носу лодки, где он устремил свой взгляд вдаль, стоя со скрещенными за спиной руками. Впереди простиралась бескрайняя белая гладь с толстыми слоями льда, простирающимися до самого горизонта, прерываемыми лишь какими-то морозными черными скалами или гигантскими ледяными горами, выступающими из поверхности моря. Вид в очень далекой перспективе был довольно размыт из-за тумана впереди, а птицы были чрезвычайно редким зрелищем в небе над замерзшим морем. И море, и небо над ним были чрезвычайно тихими, что придавало этому замерзшему региону мрачный и безжизненный вид. Однако с помощью своего духовного чувства Хань Ли смог обнаружить ауры многих могущественных демонических зверей, скрывающихся в облаках в небе, в глубинах моря и даже внутри некоторых ледяных гор, и единственная причина, по которой никто из них не вышел наружу, заключалась в том, что они боялись трио Хань Ли. Вспоминая море гроз, Хань Ли не мог не восхититься огромным разнообразием географических условий в северном ледниковом регионе бессмертных. В царстве смертных или в царстве духов практически не было таких мест, и он был уверен, что в царстве бессмертных еще много мест, которые он даже не мог себе представить. По какой-то причине ему вдруг вспомнилось короткое время, которое он провел, путешествуя по царству духов как пара влюбленных птиц до своего вознесения. Это воспоминание всегда было одним из тех, которые он подавлял и отправлял на самое дно своего сердца, и это также было причиной, по которой он был один большую часть времени во время своего пути совершенствования, не желая легкомысленно ввязываться в отношения. Расставание с близкими всегда было болезненным опытом, который он не хотел бы переносить. Если бы Ванер была рядом со мной, мы могли бы свободно бродить по северному ледниковому региону бессмертных вместе. Интересно, как она сейчас поживает. Ресурсов, которые я оставил ей до своего вознесения, должно быть достаточно, чтобы поддержать ее совершенствование до стадии Великого Вознесения. Интересно, воссоединимся ли мы когда-нибудь? Пробормотал Хань Ли себе под нос с рассеянным выражением лица, а затем повернулся и направился в павильон первого этажа.
Почти год спустя. В южной части замерзшего моря находился белый остров радиусом не более 3 километров. Остров имел круглую форму с четкими очертаниями, напоминающими массивную белую тарелку, и было ясно, что он был создан искусственно. На острове находилась серия белых каменных колонн разной высоты, на некоторых из которых были выгравированы руны, а другие были инкрустированы духовными камнями, содержащими обильную духовную силу. Весь остров, казалось, представлял собой огромный белый массив. Как раз в этот момент золотая лодка духовных жил прибыла по воздуху издалека, затем на мгновение остановилась в воздухе, прежде чем исчезнуть вспышки золотого света. Трио Хань Ли появилось в небе, а затем начало спускаться к острову Дымчатой могилы. Они не предпринимали никаких усилий, чтобы скрыть свои собственные ауры, но их внешность и телосложение значительно изменились. Целинь-9 превратился в коренастого мужчину с густой бородой, в то время как Целинь-17 принял облик ученого мужа, одетого в лазурную мантию, а Хань Ли превратился в светлокожего молодого человека, которому, казалось, было около 20 лет. Трое спустились на небольшую площадь на краю острова, а впереди находился зал, построенный из белого камня. Трое вошли в зал и обнаружили, что обстановка чрезвычайно проста. В зале была только круглая каменная платформа, на которой сидел, скрестив ноги, пожилой мужчина с белой бородой. К удивлению Хань Ли, пожилой мужчина был культиватором ранней стадии истинного бессмертного, и его одежда указывала на то, что он был старейшиной внутренней секты Дао Пылающего Дракона. Пожилой мужчина взглянул на трио Хань Ли, оставаясь сидеть, и спросил: «Вы пришли сюда, чтобы отправиться на континент Адского Мороза, верно?» — ответил Целинь-9. «Это будет стоить 7 камней бессмертного происхождения с человека», — бесстрастно сказал пожилой мужчина. После того, как плата была внесена, пожилой мужчина встал на ноги, сошел с круглой каменной платформы и провел трио Хань Ли из зала через заднюю дверь. Выйдя из зала, трое пошли за пожилым мужчиной по тропинке шириной около 3 метров, направляясь к центру острова. Хань Ли взглянул на тропинку под ногами и обнаружил, что она на несколько сантиметров ниже земли по обе стороны от нее, что придавало ей вид небольшого желоба, врезанного в землю, и каждые несколько метров на земле была выгравирована руна. Чем ближе они подходили к центру острова, тем чаще появлялись эти тропинки, образуя сложную систему, которая выглядела довольно загадочно. Собрат Даос Целинь-9, если я не ошибаюсь, он носит мантию Дао Пылающего Дракона, верно? Спросил Хань Ли с помощью передачи голоса. Действительно. Этот человек, похоже, является старейшиной внутренней секты Дао Пылающего Дракона, ответил Целинь-9. Может ли быть так, что вся телепортационная формация между континентом Древнего Облака и континентом Адского Мороза был построен Дао Пылающего Дракона? Спросил Хань Ли. Это не так. Телепортационная формация на острове Дымчатой могилы, единственный, который был построен и находится под контролем Дао Пылающего Дракона, в то время как телепортационная формация на острове Экстремального Льда возле континента Адского Мороза находится под контролем Северного Ледникового Дворца Бессмертных, ответил Целинь-9. Ясно. «Спасибо, что просветил меня, собрат Даос», — сказал Хань Ли. Пока они вдвоем разговаривали с помощью передачи голоса, они последовали за пожилым мужчиной к участку ровной земли возле центра острова. Хань Ли взглянул на эту территорию и обнаружил вдалеке круглый массив, окруженный несколькими десятками каменных колонн. Каждая колонна была такой толстой, что для того, чтобы обхватить ее руками, потребовалось бы цепи из 7 или 8 человек, и они были довольно впечатляющие на вид. На площади вокруг массива было еще 7 или 8 человек, некоторые из которых сидели, скрестив ноги, а другие стояли. Пожилой мужчина привел трио на площадь, а затем сказал мужчине средних лет, который также был одет в мантию старейшины Дао Пылающего Дракона: «Старейшина Фу, эти люди тоже отправляются на остров Экстремального Льда. У нас достаточно людей, так что мы можем активировать формацию сейчас». «Хорошо, теперь все вы можете войти в массив», — сказал мужчина средних лет, повернувшись к остальным на площади. Эти люди уже довольно долго ждали, и, услышав это, они очень обрадовались и с нетерпением шагнули в формацию. Трио Хань Ли тут же последовало их примеру, и как только все 10 человек вошли в формацию, пожилой мужчина кивнул мужчине средних лет, и они вдвоем подошли к круглым каменным платформам по обе стороны формации, прежде чем сесть, скрестив ноги. Сразу же после этого они оба начали читать заклинания, и белые каменные колонны вокруг массива загорелись одна за другой, в то время как духовные камни, вделанные в землю, и руны, выгравированные там, также начали излучать ослепительный свет. Свет быстро распространялся, пока не загорелись все узоры на земле, и все каменные колонны, расположенные в других местах на острове, также начали спускать ослепительное сияние, когда активировался вся формация острова. Раздался слабый жужжащий звук, и весь остров начал сильно дрожать. Находясь внутри формации, Хань Ли посмотрел в небо и увидел, что облака наверху бурно клубились, постепенно образуя огромную дыру, из которой исходили мощные пространственные колебания. Туман, окутывающий окраины острова, также подвергся воздействию этих пространственных колебаний, быстро отступив, чтобы сформировать кольцеобразную стену тумана вокруг острова.
Как раз в этот момент раздался оглушительный грохот, и весь остров сильно содрогнулся, когда из формации в центре острова вырвалось огромное пространство пятицветного света, образовав массивную колонну пятицветного света, которая вырвалась прямо в небеса. Хань Ли и остальные были поглощены пятицветным светом, прежде чем мгновенно исчезнуть на месте. Вскоре после этого массив постепенно утих, но дыра в небе и стена тумана вокруг острова продолжали оставаться. В северной части замерзшего моря непрестанно дули свирепые ветры, а в небе низко висели темные облака. Снег падал повсюду, охватывая всю область моря. На тусклой поверхности моря замерзший снег и морская вода были превращены свирепым ветром в гигантские ледяные пики, которые были направлены по диагонали вверх в небеса. Среди этого леса ледяных пиков находился яйцевидный остров, окутанный лазурным световым барьером. Как раз в этот момент высоко в небе внезапно раздался звук, похожий на раскаты грома, и весь яйцевидный остров содрогнулся, когда появилось огромное пространство пятицветного света, после чего Хань Ли и остальные появились на массиве в центре острова. Из-за симптомов сверхдальней телепортации все выглядели довольно бледными, а те, у кого была самая низкая база совершенствования, даже чувствовали некоторую нестабильность в своих душах. Что касается Хань Ли, то он лишь почувствовал легкую стесненность в груди, но она быстро прошла. Он огляделся и обнаружил, что планировка территории во многом совпадает с планировкой острова Дымчатой могилы, за исключением того, что белые каменные колонны вокруг формации были заменены колоннами из полупрозрачного льда. Как раз в этот момент снаружи формации раздался холодный голос: «Телепортация завершена, вам всем пора идти». Хань Ли обернулся и увидел худую пожилую женщину с копной белых волос. Она была одета в белый плащ и держала в руке трость из белого рогатого драконьего дерева, и она смотрела на всех с неприязненным выражением лица. Все поспешно вышли из формации, а затем под руководством пожилой женщины направились к северной границе острова. Там стоял белый ледяной зал, внутри которого находился широкий стол, за которым сидел доброжелательный круглолицый пожилой мужчина. В отличие от того, насколько холодной и негостеприимной была пожилая женщина, пожилой мужчина выглядел гораздо дружелюбнее. «Добро пожаловать на континент адского мороза. Мне нужно, чтобы все вы сдали еще по 3 камня бессмертного происхождения с человека, прежде чем покинуть остров экстремального льда», сказал пожилой мужчина с улыбкой. Услышав это, Хань Ли слегка опешил, а затем повернулся к Целиню 9 с вопросительным выражением в глазах. Это всегда было договоренностью между Дао Пылающего Дракона и Северным Ледниковым Дворцом Бессмертных, и та же плата применяется, когда мы возвращаемся на остров Дымчатой могилы, объяснил Целинь 9. Хань Ли кивнул в ответ, но ничего не мог поделать с тем, что потерял дар речи. Путешествие в один конец требовало 10 камней бессмертного происхождения, так что путешествие туда и обратно обошлось бы в 20, что больше, чем награда, которую он получил бы за выполнение низкоуровневого задания для гильдии странников. Если бы не тот факт, что эта плата была довольно незначительной по сравнению с солидной наградой за это задание, он бы ни за что не согласился на это так легко. После того, как камни бессмертного происхождения были сданы, всех направили к двери сбоку от зала. Круглолицый пожилой мужчина продолжал сидеть, взмахнув рукавом в сторону двери, и на ее поверхности появилась вспышка лазурного света, после чего на световом барьере, охватывавшем дверь, появился круглый проход высотой с взрослого человека. «Я желаю вам всем безопасного и гладкого пути, товарищи даосы», сказал пожилой мужчина с улыбкой. Услышав это, Целинь 9 вышел из двери, оказавшись на площади перед залом, а за ним следовали Хань Ли и Целинь 17. За ними шли еще 7 человек, которые также были телепортированы сюда. Как только они вышли из зала, их тут же встретил сильный снегопад и леденящая кровь ледяная аура. Хань Ли уже был готов к этому, но его брови все равно непроизвольно слегка нахмурились. Глядя на заснеженный мир перед собой, Хань Ли не мог не вспомнить, как он впервые вознесся в северный ледниковый регион бессмертных. В то время он также находился в чрезвычайно холодной обстановке, и ледяная аура того времени, казалось, была еще более мощной. Он все еще помнил то волнение, которое испытал, как будто это было только вчера, но по сей день он так и не смог вспомнить ничего из того, что произошло после этого. Путь совершенствования был полон опасностей, и он не мог не задаваться вопросом, когда он сможет представиться своим настоящим именем, не беспокоясь о собственной безопасности. Его руки сжались в кулаки, когда эта мысль пришла ему в голову. Глава 244. Суждение. Пока Хань Ли был погружен в свои мысли, из тел многих культиваторов рядом с ним начал исходить свет разных цветов. У некоторых из них были нефритовые подвески с согревающим эффектом, засунутые в рукава, у некоторых — пояса, сплетенные из материалов огненного атрибута, а у некоторых — изолирующие духовные одежды. Внезапно раздался дикий рев, и из густого снегопада появился огромный снежный носорог с полностью белым телом, мотая головой из стороны в сторону и испуская злобную ауру. Один из людей в группе вскочил на спину снежного носорога, и, когда он надавил ногами на бока зверя, тот тут же начал устремляться прочь.
Раздалась серия громких ударов, когда снежный носорог прокладывал себе путь прямо через ряд ледяных пиков, двигаясь так быстро, как будто он летел, и вскоре он исчез вдали. Все остальные также призвали снежных и ледяных зверей разных видов, прежде чем уехать на них, и вскоре осталось только трио Хань-Ли. Целинь-9 на мгновение окинул взглядом окрестности, а затем снова призвал свою золотую лодку духовных жил, и все трое вскочили на нее, прежде чем отправиться к континенту Адского мороза. Примерно через полмесяца. В районе замерзшего моря только что прекратилась снежная буря, но в небе все еще висело плотное покрывало темных облаков, а по поверхности моря проносились порывы леденящего ветра. Золотая лодка духовных жил, на которой находилось трио Хань-Ли, быстро приближалась к этому району, и внутри павильона на первом этаже Хань-Ли сидел, скрестив ноги на своей кровати, когда внезапно почувствовал сильный толчок, прошедший через лодку. Его глаза тут же распахнулись, и он выбежал из комнаты, где увидел огромное черное щупальце, обернутое вокруг перил лодки. Щупальце было полностью натянуто, похоже, оно изо всех сил пыталось утащить лодку вниз, в море. Лодка уже начала слегка наклоняться, и Хань-Ли посмотрел вниз вдоль щупальца и увидел, что в ледяном покрове, покрывающем море внизу, образовалась огромная дыра. Щупальце принадлежало огромному чешуйчатому осьминогу, половина тела которого высовывалась из дыры, и щупальце продолжало сжиматься все сильнее и сильнее, заставляя всю лодку медленно крениться к морю внизу. Внезапно раздался яростный рев. Наглость. Затем из павильона на третьем этаже корабля вылетела фигура, превратившись в полосу золотого света, которая пронеслась по воздуху, прежде чем вернуться в мгновение ика. В следующее мгновение щупальце, обернутое вокруг перил лодки, было разрублено на куски. В то же время тело гигантского черного осьминога также моментально взорвалось, выбросив огромное количество черной крови во всех направлениях, окрасив большие участки окружающего льда в черный цвет. Увидев это, сердце Хань-Ли слегка ёкнуло. Осьминог-демонический зверь обладал лишь силой стадии Великого Вознесения и ограниченным интеллектом, так что убить его было не так уж сложно, но его чешуя была необычной чешуей, и обойти защиту этой чешуи, чтобы мгновенно убить зверя, было далеко не простым делом. Это было явным признаком того, что Целинь-9, скорее всего, освоил какой-то особый вид силы законов, которая давала ему чрезвычайно грозную наступательную мощь. Прошло более 3 месяцев в мгновение ика. В южной части континента Адского мороза простирался огромный снежный горный хребет, и с обеих сторон от него отходили бесчисленные ответвления, что при взгляде сверху делало его похожим на огромную морозную сороконожку. Каждое ответвление горного хребта было заполнено огромными горами, которые простирались до самых облаков, и все они были почти полностью покрыты снегом и льдом, и только на некоторых участках, где лед сошел, виднелись обнаженные черные скалы. Над горным хребтом простиралось живописное голубое небо, где яркое солнце висело, как золотой медальон, испуская теплый и мягкий свет. Однако все это место было чрезвычайно холодным и совершенно лишённым тепла. К востоку от одного из южных ответвлений горного хребта находились 2 горы, обе высотой более 3000 метров. Они были похожи на пару серебряных длинных мечей, направленных прямо в небеса, а между ними располагалась чрезвычайно глубокая долина. За долиной простиралась обширная снежная равнина, простирающаяся на десятки тысяч километров. Снежная равнина была усеяна бесчисленными массивными кедровыми деревьями высотой более 300 метров, но они были в основном затоплены толстым слоем снега, оставляя открытыми только их верхушки, но эти верхушки также были покрыты снегом, образуя таким образом ряд белых снежных пагод. Как раз в этот момент из снежной равнины за пределами долины внезапно раздалась серия глухих рычаний. Внезапно из-под снега в кедровом лесу на северо-востоке высунулась пара пушистых белых ушей. Они несколько раз повернулись, чтобы прислушаться к окружающим звукам, а затем начали двигаться к входу в долину. Вслед за ними непрестанно раздавалась серия громких взрывов, когда одно массивное дерево за другим падало, выбрасывая во всех направлениях огромные снежные вихри, в результате чего на земле также образовалась глубокая и массивная траншея. Ближе к входу в долину местность, казалось, стала более возвышенной, и из-под снега постепенно появился обладатель пары пушистых белых ушей. Как оказалось, это был огромный снежный кролик ростом более 30 метров с парой слегка красных глаз и высокими ушами. Добравшись до входа в долину, он силой оттолкнулся задними лапами, нырнув прямо в долину впереди. Раздался оглушительный грохот, и снежный кролик отлетел назад, прежде чем приземлиться на спину, как будто он только что врезался в невидимый барьер. Когда он снова выпрямился, в его глазах появился свирепый взгляд, и он издал низкое рычание, прежде чем опуститься на задние лапы, чтобы приготовиться снова прыгнуть вперед. На этот раз он сделал это силой, в несколько раз превышающей предыдущую, яростно бросившись на вход в долину. Внезапно в воздухе у входа в долину появился слабый золотой световой барьер, и этот световой барьер был усеян рунами. Вырвалась молния золотого цвета толщиной примерно с большой палец человека и ударила в снежного кролика, и все его тело мгновенно обуглилось, прежде чем яростно взорваться, распространяя по воздуху запах гари. В этот момент из глубокой траншеи в кедровом лесу вышли 3 фигуры, а затем направились к входу в долину. Это были трио Хань-Ли.
Целинь-9 остановился перед входом в долину, прежде чем повернуться к Хань Ли и Целину-17 и спросить: «Что вы думаете, собратья даосы? Если я не ошибаюсь, массив здесь должен быть формацией золотого пика молнии, который был передан из древних времен». Молния, которая только что ударила в этого снежного кролика, была не более чем демонстрацией лишь крошечной доли силы формации, ответил Целинь-17. Я тоже придерживаюсь мнения, что это формация золотого пика молнии. Согласно моим наблюдениям только что, основы формации должны располагаться на 2 горах по обе стороны. На этих горах должно быть по крайней мере 2 сокровища металлического атрибута на уровне духовного сокровища или выше, и область, охватываемая формацией, скорее всего, включает эти 2 горы и всю долину, кивнул Целинь-9. Тем временем Хань Ли хранил полное молчание, похоже, о чем-то размышляя. «Ты что-то заметил, собрат даос Змей-15?» — спросил Целинь-9. «Я никогда раньше не видел эту формацию золотого пика молнии, но я слышал о нем раньше. Этот массив славится тем, что сочетает в себе решительную защиту с грозной наступательной мощью, и после активации он высвобождает шторм золотой молнии, сравнимый по мощности с небольшим испытанием молний. Молния, которую спровоцировал снежный кролик, была довольно мощной, но она также была чрезвычайно сдержанной, что кажется нехарактерным для этой формации», — сказал Хань Ли. «Это просто потому, что снежный кролик был слишком слаб, чтобы вызвать полномасштабное возмездие со стороны формации». «Что в этом такого удивительного?» С презрением отмахнулся Целинь-17. «В таком случае, что, по-твоему, это за формация?» Спросил Целинь-9. Подумав немного, Хань Ли покачал головой и ответил: «Я никогда раньше не сталкивался с такой формацией и никогда не читал о нем, поэтому я не знаю его названия. У меня просто есть ощущение, что он не так прост, как кажется на первый взгляд. Если ты никогда раньше не видел формацию золотого пика молнии, то я предлагаю тебе держать свой рот на замке». «Ты только что сказал кучу всего, но ты мог бы вообще ничего не говорить», — усмехнулся Целинь-17. Хань Ли не обращал внимания на грубые замечания Целиня-17, не обращая на него внимания и продолжая сосредотачивать свое внимание на массиве. «Похоже, ты убежден, что это формация золотого пика молнии, собрат даос Целинь-17. У тебя есть какой-нибудь способ обойти массив, не предупреждая человека внутри?» — спросил Целинь-9. Задумчивое выражение появилось на лице Целиня-17, когда он ответил: «Эти 2 горы являются ядром формации, а 81 отрезок дерева сдерживания молнии используется в качестве основы формации. Вообще говоря, все, что нужно сделать, это найти слабость в любой из этих 2 вещей, и формацию можно будет легко распутать. Однако, если мы хотим обойти формацию, не предупреждая человека внутри, то нам придется придумать способ ассимилироваться с формацией, чтобы избежать его срабатывания. Чтобы ассимилироваться с формацией, мы должны изменить наши собственные ауры, чтобы они соответствовали металлическому атрибуту ядер формации или атрибуту молнии основы формации. Это позволит нам войти в формацию, не запуская его», — добавил Целинь-9. «Этот процесс должен быть завершён мгновенно. В противном случае все еще есть вероятность того, что формация может сработать», — сказал Целинь-17, взглянув на Хань Ли. «Собрат даос Змей-15, если ты ничего больше не обнаружил, то давай последуем плану собрата даоса Целиня-17», — сказал Целинь-9, повернувшись к Хань Ли. Метод, описанный собратом даосом Целинем-17, обычно был бы правильным, но странность этой формации заключается в том, что способ, которым он высвобождает молнию, сильно отличается от способа обычных формаций молнии. Молния очень концентрированная и грозная, и если мы войдем в формацию без тщательного рассмотрения, я не думаю, что нас ждет участь лучше, чем этого снежного кролика», — сказал Хань Ли, нахмурив брови. Услышав это, в глазах Целиня-9 тоже промелькнуло сомнение. Его первоначальная оценка формации молнии была очень похожа на оценку Целиня-17, и единственная причина, по которой он был готов принять во внимание мнение Хань Ли, заключалась в репутации, которую Хань Ли недавно создал себе в гильдии странников. В противном случае он бы нисколько не колебался. Глава 245. Вход в долину. Мы узнаем, сработает ли мой метод, когда я его опробую. Вы двое можете наблюдать со стороны, но взамен, как только мы убьем нашу цель, я получу право первого выбора из всех его сокровищ», — сказал Целинь-17. Прежде чем Хань Ли успел что-либо сказать, Целинь-9 ответил: «Похоже, ты очень уверен в своем плане, собрат даос Целинь-17. В таком случае не стесняйся попробовать, но прежде чем мы это сделаем, нам нужно установить пространственный запечатывающий барьер снаружи формации, чтобы человек внутри не был предупрежден о нашем прибытии и не сбежал». У Хань Ли, естественно, тоже не было возражений, и, коротко обсудив еще несколько деталей, все трое разделились, чтобы выполнить свои роли. Почти сутки спустя, как раз когда начало темнеть, трио Хань Ли снова встретилось у входа в долину.
Целинь-9 прочитал заклинание, а затем указал пальцем на флаг формации на земле перед собой, и по воздуху тут же прошла волна невидимых пульсаций, образовав едва заметный сферический световой барьер, охвативший всю близлежащую территорию в радиусе нескольких сотен километров. Хорошо, пространственный запечатывающий барьер активирован. «Теперь твоя очередь, собрат Даос», — сказал Целинь-9, повернувшись к Целиню-17. Целинь-17 кивнул в ответ, а затем сделал несколько шагов вперед, пока не оказался прямо перед световым барьером у входа в долину, прежде чем взмахом запястья достать мерцающий золотой талисман. Затем он поднял талисман и прижал его к своему лбу, и все руны на талисмане мгновенно загорелись, прежде чем потечь прямо в его голову. Затем последовало глубокое заклинание, и по всему телу Целиня-17 начали появляться дуги золотой молнии среди громкого жужжания и потрескивания. Сразу же после этого все его тело резко размылось, когда он превратился в тонкую дугу молнии и устремился прямо в долину. У входа в долину раздался слабый хлопок, но на этом все и закончилось, а Целиня-17 нигде не было видно. Похоже, этот метод работает. С воодушевлением заметил Целинь-9. Однако брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он посмотрел в небо, и Целинь-9 тоже поспешно посмотрел вверх, похоже, тоже почувствовав, что что-то не так. Внезапно фигура с золотой молнией, бушующей по всему телу, начала стремительно падать с неба, прежде чем яростно рухнуть на снежную равнину с оглушительным грохотом. На снежной равнине мгновенно образовался огромный кратер, из него вырвалось огромное пространство золотой молнии, обуглив окружающие кедровые деревья. Хань Ли и Целинь-9 бросились на место происшествия и обнаружили Целиня-17, сидящего на дне кратера. Все его тело было обуглено и испускало клубы белого дыма, что придавало ему довольно жалкий и комичный вид, но, похоже, он не получил никаких серьезных травм. «Что случилось, собрат Даос Целинь-17?» — спросил Целинь-9. Это ограничение — не формация золотого пика молнии. Точнее сказать, это не просто формация золотого пика молнии, ответил Целинь-17, выпрыгнув из кратера и перевернув руку, чтобы достать пилюлю, которую он тут же проглотил. «Ясно, это имеет смысл», — внезапно заметил Хань Ли. «Похоже, ты что-то обнаружил, собрат Даос Змей-15», — сказал Целинь-9. Подумав немного, Хань Ли ответил: «Когда этот снежный кролик врезался в формацию, я почувствовал в воздухе какие-то намеки на пространственные колебания. На мой взгляд, формация здесь — это особый тип слияния массивов». Целинь-17 подошел к Хань Ли, уже оправившись от ран и переодевшись в новый комплект одежд. На этот раз он больше не смотрел на Хань Ли с прежним презрением и спросил: «То есть ты хочешь сказать, что этот массив — это комбинация формации золотого пика молнии и какого-то пространственной формации?» «Совершенно верно. Хотя это правда, что тебе удалось успешно обойти формацию только что, в тот момент, когда ты вошел в формацию золотого пика молнии, ты был немедленно телепортирован обратно пространственной формации внутри», проанализировал Хань Ли. В таком случае, молния, выпущенная формацией золотого пика молнии, должна была быть сгущена той же пространственной формацией, предположил Целинь-9. Полагаю, что так оно и есть. Хорошо, что собрат Даос Целинь-17 был достаточно быстр, чтобы избежать основной части возмездия со стороны формации золотого пика молнии после того, как он был изгнан пространственной формацией. В противном случае его травмы, скорее всего, были бы гораздо серьезнее, сказал Хань Ли, взглянув на Целиня-17, и, услышав это, на лице последнего появилось мрачное выражение. Похоже, что тот, кто находится в этой долине, делает что-то чрезвычайно важное, и он пытается избежать всех возможных отвлекающих факторов. В противном случае он бы не установил здесь такой странный массив. С этим массивом на месте не только посторонним трудно войти в долину, но и тем, кто находится внутри, выйти из долины будет не так-то просто, размышлял Хань Ли. После непродолжительного молчания в глазах Целиня-9 появился холодный взгляд, и он сказал: «Если мы не можем пробраться тайком, то единственный способ действовать — это уничтожить ядра формации и войти силой». «Подождите секунду, у меня есть метод, который, возможно, сработает», — внезапно сказал Хань Ли. «Продолжай, собрат Даос», — подсказал Целинь-9. «Так уж получилось, что я знаю технику массива молнии, которая сочетает в себе силу молнии и силу пространства для достижения мгновенной телепортации. Этот массив также является слиянием тех же двух типов силы, так что, если я смогу контролировать колебания своего массива на том же уровне, что и колебания этой формации, возможно, мы сможем пройти сквозь него», — объяснил Хань Ли. «Какова, по-твоему, вероятность успеха этого метода?» — спросил Целинь-9. «Технику массива молнии нелегко контролировать, так что я бы сказал, что шансы на успех составляют всего около 50%, ответил Хань Ли, немного подумав. Только 50%. То есть ты хочешь сказать, что есть 50% вероятность того, что мы подвергнемся возмездию со стороны этой формации молнии? Спросил Целинь-17, явно чувствуя некоторое сомнение. Подумав немного, Целинь-9 решил: мы воспользуемся методом собрата Даоса Змея-15.
Даже если он потерпит неудачу, я сдержу атаки формации молнии, а после этого нам просто придется пробиться сквозь массив силой. Услышав это, Целинь-17 кивнул в ответ. После того, как трио определилось с планом, Хань Ли подошел к входу в долину, а затем закрыл глаза и высвободил свое духовное чувство, внимательно ощущая колебания духовной силы массива у входа в долину. Спустя долгое время его глаза внезапно распахнулись, и по всему его телу появились дуги серебряной молнии. Сразу же после этого раздался раскат грома, и дуги серебряной молнии вырвались вперед, прежде чем переплестись друг с другом в воздухе, образовав массив молнии диаметром более 30 метров, охвативший также Целиня-9 и Целиня-17. «Пожалуйста, подойдите ко мне поближе, собратья даосы», — сказал Хань Ли. Странное выражение промелькнуло в глазах Целиня-9, когда он сделал пару шагов ближе к Хань Ли, и Целинь-17 сделал то же самое. В следующее мгновение Хань Ли сложил ладони перед собой, и массив молнии вокруг трио мгновенно сократился до размеров всего около 3 метров, в то время как дуги молнии, вырывающиеся из массива, также значительно сжались. Сразу же после этого массив молнии вокруг трио Хань Ли исчез с места в мгновение ока. Почти в тот же момент из невидимого светового барьера у входа в долину вырвалось несколько десятков тонких молний золотого цвета, но тут же исчезло без следа, как будто ничего и не было. Внутри долины, высоко в небе, внезапно появилось огромное пространство серебряной молнии, и в этой серебряной молнии можно было увидеть трио Хань Ли, несущееся в неконтролируемом направлении к ближайшей черной скале. Хань Ли поспешно убрал свою молнию и коснулся ногой скалы, чтобы оттолкнуться назад, и сделал сальто, прежде чем опуститься на землю. Целинь-9 и Целинь-17 тоже смогли стабилизироваться, прежде чем плавно спуститься. Хань Ли спустил длинный вздох облегчения и сказал: «Пространственная сила внутри этой формации еще более мощная, чем я себе представлял, и я чуть не потерял контроль над своим массивом молнии». «Все в порядке, главное, что нам удалось успешно войти в долину», — сказал Целинь-9, махнув рукой. Хань Ли окинул взглядом окрестности и обнаружил, что вся долина усеяна разбросанными камнями, и снега не видно. Единственным, что заслуживало внимания, было здание, построенное из нагроможденных камней в центре долины. Что его довольно удивило, так это то, что изначально ци мира внутри долины была чрезвычайно обильной, гораздо больше, чем даже в большинстве районов горного хребта колокольного звона. Кроме того, с вершины черного каменного зала поднимался дым, образуя облако, которое испускало пятицветный свет. Трио Хань Ли переглянулось, а затем одновременно поднялось в воздух и полетело к каменному залу. В этот момент каменный зал был наполнен палящим огнем, и волны жара непрестанно вырывались из светового люка на крыше зала. В центре зала находился золотой пилюльный котел высотой около метра, и он парил в воздухе. На земле под пилюльным котлом был выгравирован восьмиугольный массив, и весь массив был заполнен бесчисленными огненными рунами. Из этих рун выходили 8 огненных драконов, которые несли золотой пилюльный котел и держали его на весу. Из тел и пастей огненных драконов непрестанно вырывались палящие языки пламени, выделяя огромное количество тепла на пилюльный котел. Древние руны, выгравированные на золотом пилюльном котле, непрестанно вспыхивали, служа для того, чтобы полностью запечатать ароматы духовных лекарств внутри, а также для того, чтобы постоянно втягивать в котел окружающую изначальную ци мира. Снаружи огненного массива стоял седовласый пожилой мужчина, одетый в пурпурно-золотую мантию и корону из цветков лотоса. В этот момент он делал ручную печать, управляя 8 огненными драконами под пилюльным котлом. У пожилого мужчины было худое лицо с высокими скулами и глубоко посаженными глазами, которые пристально смотрели на пилюльный котел перед ним. В его глазах был фанатичный блеск, и он, казалось, был полностью погружен в то, что он делал, как будто для него пилюльный котел был единственным, что существовало в этом мире. Внезапно мигающие руны на пилюльном котле начали светиться ослепительным сиянием. Почти в тот же момент золотое свечение, исходящее от самого пилюльного котла, также превратилось в комбинацию 5 различных цветов, и казалось, что происходят какие-то важные изменения. Взгляд возбуждения на лице пожилого мужчины стал еще более выраженным, когда он увидел это, и он постоянно бормотал себе под нос: «Вот оно, вот оно». Как раз в этот момент 2 луча золотого света пронзили запечатанную каменную дверь каменного зала. Затем раздался громкий ляск, когда тяжелая каменная дверь раскололась на 4 куска, прежде чем упасть внутрь зала. Друзья, вот тут автор прям выкрутил напряжение на максимум. Хань Ли ради нефрита облачного сияния влезает в операцию, где один только билет на ледяной континент стоит как полжизни, а назад дороги уже нет. Они пробивают пространственный барьер с шансом «Орел-решка», и за этим безумием вдруг открывается нереальная картина. Снаружи ледяной ад, внутри раскаленная долина и истинный бессмертный. 8 огненных драконов подпитывают золотой котел, а та самая пилюля уже светится пятицветным сиянием.
кульминация его, возможно, многовекового труда. И именно в этот миг влетает команда Хань Ли и выбивает дверь. Это уже не просто ограбление, а удар по чужой судьбе. Дальше вариантов по сути два. Либо старец успеет развернуть всю ярость 8 драконов на незваных гостей, либо нестабильная пилюля сорвется и снесет к чертям всю долину вместе со всеми, кто там стоит. Пишите в комментариях, какой исход вы бы выбрали на его месте.